У меня был план проехать 120 километров из города Августов в Белосток и по дороге рассказать вам о 7 правилах от зрителей моего канала, которые помогают им ездить на велосипеде и проводить отлично время. В начале июня у меня на канале вышел ролик про 7 запретов для велосипедистов, которые я соблюдаю, чтобы ездить на велосипеде без происшествий. Ссылка на него будет в описании. Ролик посмотрели на момент выхода этого видео более 56 тысяч раз и написали более 1200 комментариев. За это вам отдельное спасибо и лайк от меня. Были и те, кто писали, что в комментариях больше пользы, чем в самом ролике. Супер, я только рад. И я не поленился собрать топ-7 самых интересных, на мой взгляд, советов от моих подписчиков и зрителей. И сегодня мы их рассмотрим. Поехали! Первый по популярности комментарий от зрителя Иван Ожегов. Собрал 220 лайков и звучит он так. Не верь зеленому сигналу светофора, проверяй, не стремится ли кто-то закончить маневр, когда тебе горит зеленый. Не пытайся проскочить перекресток в последний момент. Действительно крутая рекомендация. Актуальна не только для велосипедистов, но и для автомобилистов и мотоциклистов и прочих участников дорожного движения. Второй комментарий от пользователя Андрей Полпатин. Собрал 217 лайков на текущий момент. При проезде непросматриваемого угла здания, забора и так далее лучше притормозить. Согласен на 100%. Комментарий от пользователя Leon Marcus 2112 собрал 81 лайк. Забыл сказать, что нельзя наезжать на разметку, особенно в мокрую погоду, скользко как на льду. Честно, по разметкам особо не езжу, особенно в мокрую погоду, но верю, что это действительно может быть опасно. Четвертая рекомендация от пользователя Михаил Израиль. Он пишет: не ездить близко к машинам припаркованным, могут резко открыть дверь. Уворачиваться от зомби-пешеходов со смартфонами. Аккуратно проезжать рядом с владельцами собак-крокодилов, можно въехать и запутаться в поводке. Тут сразу несколько рекомендаций, и я тоже рекомендую не объезжать машины с левой стороны. Вернее как, объезжать их можно, но стараться объезжать как можно дальше. Потому что буквально недавно видел ролик, как человек ехал близко к машине, дверь резко открылась, человек врезался, упал и прямо под колеса другого автомобиля. И, к сожалению, погиб. Пятый совет от пользователя Эмиль Махмудов. Собрал 84 лайка и звучит так. Не тормозить, держась за руль только одной рукой. Из-за того, что ваше тело пойдет по инерции вперед, вы надавите рукой на руль с одной стороны, он резко повернет, и вы сами не поймете, как быстро и неожиданно упадете. Да, действительно такое есть. Если надо затормозить одной рукой, то тормозите очень аккуратно и очень плавно. Шестой совет от пользователя Эксперт по жути. Собрал 73 лайка. Пожалуй, главный запрет для меня — не ездить быстро по незнакомой дороге. Неизвестно, где может поджидать опасность. Согласен с этим комментарием, что надо ездить очень аккуратно по незнакомой дороге и всегда смотреть перед собой впереди на метра 3-4. Ну и напоследок седьмой совет, он такой обобщенный от многих пользователей, которые писали про это: выезжать на дорогу с зеркалами. Я понимаю, что многие, конечно же, не хотят ездить с зеркалами, это такой зашквар, но зеркальце какое-то маленькое хотя бы желательно установить. На моем велосипеде стоит сразу два зеркала, справа и слева на руле, и я вижу в них машины приближающиеся, велосипедисты и так далее. Спасибо, что пишете комментарии, можете дополнять своими очередными советами, запретами, рекомендациями. Многие мои подписчики и зрители смотрят и читают вас, поэтому обязательно пишите. Давайте обсуждать в комментариях новые рекомендации. И до новых встреч. Всем пока-пока.